Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня расклад сделаем, посмотрим, да, который все прояснит. Вы уже название прочитали, пришли, значит, это точно будет ваш расклад, а я вот как бы начинаю делать, проговорив обязательно перед раскладом защитные слова, которые действуют только на ютубе. Потому что я здесь выставляю то, что ворованное, там уже, естественно, не без плохого и точно без моей энергетики. Я всегда делаю защиту, чтобы хорошее к вам шло, а плохое уходило. На YouTube-каналах. Ананки Тарот, Анна Тарот. Так что приходите, подписывайтесь, оставайтесь. Хочу хорошего для вас. И для себя тоже, конечно же. Потому что вы мне очень красивые комментарии пишете. Плохого нет, плохого здесь не будет. Все закрыто. Закрыто обязательно. Это я так говорю, но сама автоматически настраиваюсь на посыл расклада. И да, хочется посмотреть, как гром среди ясного неба. Что-то, чтобы такое вот важное карты рассказали. Возможно, у вас есть вопросы. Проговорите их. И как раз расклад скажет вам ответы. Проговорите свое имя. Давайте начнем с маленькой сигнификации. Ну, вот так вот посмотреть первая карта от всего расклада, какая будет. Рыцарь кубков выходит. Ну... Знаете, к вам, кстати, идут какие-то события. Кстати, да, можно сказать, что их можно сравнить с громом среди ясного неба. Какое-то еще интересное, важное одно даже событие будет. Несколько событий, но одно, оно не спросит разрешения, оно просто придет и выпьет как будто почву из-под ног. Но по вот этой карте главное, чтобы вы помнили, что старый фундамент, он как будто он рушится, да, но рушится только тогда, когда уже не может выдержать чего-то другого. Поэтому знайте, что в вашу жизнь действительно идет перемена. Ну и давайте смотреть, какая и к чему готовиться. По рыцарю кубков могу сказать, что перемена будет и в личной жизни. Потому что рыцарь кубков идет, да, как бы личная жизнь, любовь, эмоции такие вот интересные, но еще в чем-то. Вот я вижу здесь еще в чем-то какая-то вот интересная перемена. Ну и вам нужно готовиться уже прямо сейчас. Попробуем прояснить это все. Угу. Так, сигнификация. Что карты про вас расскажут? Паж кубков. Вы готовы посмотреть расклад по пажу кубков, но вы что-то переживаете, да? Вы за сердечко держитесь, либо за грудь, вот так вот за шейку, да? Ну вот просто потому, что что-то вас тревожит, что-то из рук падает, что-то надоело настолько, что просто уже невозможно терпеть. Есть такое, есть ощущение этого, что хочется... Просто вот так вот что-то кинуть, чтобы разбилось даже, и больше просто вымести и выкинуть. Бывают такие эмоции. Как задыхаетесь иногда. Слушайте, а нету у вас случайно головокружений? Да, может быть одышка. И как головокружение, отдышка, да, и как головокружение, потому что вам не хватает чего-то светлого, легкого, вам не хватает воздуха, как будто бы окно закрыто и грязное. Это я образно говорю, не то, что у вас там дома грязные окна, нет. Это образно говорю, это... Как будто бы заглушка какая-то к дыханию, к пониманию
того, что происходит, либо наоборот, вы сами себя закрываете от того, что происходит, потому что хочется выдержать какой-то сложный момент в вашей жизни, либо вы прошли это уже, и да, вы сейчас как будто бы вот поднимаете себя чуть ли не за шкирку, да, из чего-то такого тяжелого, что вы прошли, либо вы сейчас это проходите. И действительно, это окно как будто затуманено, как будто какой-то жирной пленкой закрыто. Около вас есть женщина. Крутится, крутится, вертится, постоянно что-то спрашивает. Она когда-то ссора, что ли, у вас была. А ну. Ну, как если по этой карте ссора была по поводу денег, но не обязательно. Здесь рука. Здесь рука. Здесь как будто бы она оттолкнула вас, когда вам нужна была помощь. Либо вы с добром, она отталкивает, со злом идет. Как будто бы вот не любовь ее была к вам, вот не любовь, какое-то даже иногда презрение. Ты не должна быть в моем доме, ты не должна быть в моей жизни, ты должна уйти отсюда, ты никто. Вот такое я вижу здесь. Очень неприятно. Женщина, она сейчас может крутиться, бегать, улыбаться, потому что у нее что-то не так пошло. И она видит, что вы мастерски поднялись в этой жизни. Что как бы вам плохо и больно не было, вы смогли, а она нет. И она хочет вас обратно к себе притянуть. Нужно ли вам это? Нет. Вы можете с ней общаться, можете здрасте, до свидания, можете по телефону, но не общайтесь с ней близко. Не рассказывайте ей то, что у вас на душе, что у вас в планах, что вы вообще в жизни хотите. Ну, надо помочь, поможете. Не надо, даже спрашивать не будете. Ну, как-то так. Или совсем уже не общайтесь, просто отбросьте ее. Это плохая женщина, она все равно хочет у вас что-то отобрать. Здесь 5 жезлов, это как вот ваша победа должна сейчас проявиться, а не ее. Потому что в какой-то момент в прошлом, да, она чувствовала, что это она победила. Вот она такая хорошая, лучшая, у нее все будет, а у вас ничего. Я не знаю, что это за жизнь. Она может быть старше вас, может и нет. В принципе, здесь расклад общий, это даже не важно. То я думаю, что вы понимаете, о ком речь. Не давая ей входить в свою жизнь, в личную жизнь, вы открываете дверь какому-то интересному мужчине в свою жизнь. Вот ее отталкивая, открываете дверь какому-то мужчине. Мужчина мечевой, интересный, интеллигентный. У него очень мысли красивые такие. Он умеет решать вопросы. Он не лезет вперед, но всегда защитит. Ну, такой интересный мужчина. Глаза у него такие, я бы не сказала, что прищуренные, хотя может быть, но такие вот, как будто он в глаза смотрит. Он не смотрит по сторонам, когда разговаривает, он именно в глаза может смотреть. Либо на какую-то ситуацию, либо как что человек делает, как движется. Он очень интересный мужчина, вот, который может войти в вашу жизнь уже очень-очень скоро, либо уже вошел. Но вот эта женщина, которую я увидела, просто как тень около вас, ее не надо больше впускать в свою жизнь. Лисичка должна жить своей жизнью там отдельно, потому что зайчиком лучше пусть она будет, да, эта лисичка в зайчика превратится, чем вы. Такое вот. И еще отпустите то, что вас больно бьет по нервной системе. Вам нужно отпустить, выкинуть из своей жизни то, что вас бьет по нервной системе.
Во-первых, это может быть, опять же, воспоминания всякие, да. Во-вторых, это страх по поводу того, что еще не произошло. Вот это. А то, что происходит в вашей жизни, оно, да, оно может вас и огорчать. Но здесь, видите, как на вас оберег есть. У вас все в руках. Так что не надо слишком сильно на себя что-то вешать. И вот эти какие-то непонимания, страхи будущего, что будет, а вдруг я не так. У вас все будет правильно. На вас есть защита, и в ваших руках сила. По вот этой карте. Вы стоите на пороге каких-то очень интересных перемен. Да какой порог? Вы уже в этих переменах. Серьезно, вы уже в этих переменах. Вы как будто просыпаетесь после какой-то зимней спячки, образно говоря. А может и не образно. Может быть, зимой все не так было, а весной как пойдет. Вот так вот. Так что здесь, да, здесь ждите интересных событий. Реально, ждите интересных событий. Так, еще карты про вас говорят. Сейчас я одну карту достану, но я уже вижу тут. Красивая карта, красивая. Да, по картам сегодня хочу прояснить, что для вас сейчас является туманным, неопределенным, что вы сегодня не видите, а нужно увидеть. У вас есть сомнения на душе. Вы чувствуете себя как в лабиринте? Да, есть такое. Где друг, где враг? Вот есть такие тоже вопросы. Но вы, вот эта карта по поводу вас, для вас, да, вы знаете, что вы именно хотите. У вас только иногда закрывается обзор того, что происходит. Почему? Как это объяснить? Королева кубков. Вы душевный, очень душевный человек и разбитый. Я поняла, как вас на сегодня описать. В 2 словах даже можно. Вы реально человек, который слишком много отдает и отдает душой. Да, вы можете пожалеть денежку там или что-то еще. А может даже до последнего отдать. Но у вас душа нараспашку. Вот на сегодня что. Закрыть надо немножечко. Не везде открывать. Потому что у вас наступает период, когда вам нужно оздоровиться этим местом, скажу так, да, там, где душа находится, чтобы психологически и душевно быть спокойной. И все тут же начнет для вас светиться, открываться. Вот это вот ошибочка такая есть, что вы слишком много берете на душу, а душа уже и в голову, и во все остальное, как говорится. Любовь в вашей жизни. А ну, что за карта? Рыцарь кубков опять, как и первая карта, да, которая вышла. Но любовь в вашей жизни — это ваша жизнь. Вы любите, и вас любят. Так любовь есть около вас. Любовь в вашей жизни есть. Любовь никуда не уходила. Да, было предательство. Потому что карта влюбленные, эта карта, да, может описывать еще и треугольник. Но королева кубков и рыцарь кубков, вы с любовью живете. Вы умеете любить. Вы заслуживаете эту любовь. И Вселенная вам открывает каждый раз дорожки к любви. Но иногда вы закрываете их страхом, что ли, или непониманием. Или просто «да нет у меня счастья и не будет». Кто из вас так говорил себе? Неправильно. Есть у вас счастье и будет. Так, давайте буду открывать. Почему кое-что закрыто? Почему кое-что закрыто? Есть напряжение. На раскладе есть какое-то внутреннее напряжение. Восьмерочка уходит и возвращается, уходит и возвращается. Как будто бы неустойчивость есть, как будто бы у вас, я говорю, как головокружение может быть.
Так, ну если есть действительно головокружение, надо к специалисту обращаться. Вы что, у вас куча всего впереди еще. Вот это. Потом, ладно, по поводу здоровья. Здоровье надо обратиться к тому и выбрать для себя, что вам действительно нужно сделать, доделать, переделать, не знаю, изменить и вылечить. Вот такое. Здесь как бы расклад общий, я не могу точно говорить каждому, вот что у вас, потому что у всех все по-разному немножко, но и в то же время общая энергетика, она даст ответ. Сомнения есть на душе, вот еще по 8 этих кубков, да, сомнения. Они как будто вас раскачивают. Где друг теперь, а где враг? Потому что раньше вы видели во всех друзей. Ну и если там кто-то, что-то, то да, не надо подходить, не трогай меня, и все такое было. Но сейчас такое впечатление, что как будто бы ваши взгляды на людей, они настолько в каких-то колючках, что вы реально не можете определить, где друг, где враг. Даже среди родственников можете ошибаться. Это все нервозность. Это надо удалять. Я сейчас посмотрю еще, да, что ангелы вам подскажут. С женщиной какой-то надо попрощаться. Какую-то убрать из своей жизни реально надо, чтобы наконец-то радоваться и легкой быть. Что-то она вам путает. Что-то ваше, по 4 монет, что-то ваше хочет отобрать, либо хотела отобрать. Дороги у вас открытые. Дороги открыты. То, что вам, оно вам идет. Между двух мечей, между двух огней. Та женщина, она скоро будет с вами разговаривать. Если вы примерно понимаете, о ком речь, то будьте внимательны. Если вы вот будете разговаривать и тут же поймете, что да, это про нее карты говорили, будьте внимательны, потому что она хочет подавить вас. Она хочет подавить вас и даже не потому, что там ей что-то надо. Ей скучно, представляете? Есть такое по вот этой карте. Через ширму какую-то. Ей скучно. Она хочет подглядеть, подсмотреть ради увлечений. Но еще она, когда радуется горю другого человека, она оживает. Нехорошая личность, нехорошая. В личной жизни она живет своей жизнью. Она, кстати, может быть и не одинокой. Может, просто не надо ей ничего, но она по-другому не может, она по-другому скрючивается. Если у вас все хорошо, ей плохо. Если у вас все плохо, ей хорошо. Вот в чем. Она вампирит. Вот. 2 клыка, 2 меча, 2 зуба. Она вампирит. Постарайтесь от нее держаться подальше. Давайте я ее постараюсь описать примерно хотя бы, так как расклад общий. Что она тут лазит? Когда она может подойти, прийти, не знаю, проявиться? Когда вы будете отдыхать? В какой-то выходной день. Либо вы будете на работе, но вдруг у вас обед, да, вы решили пообедать там, или просто сходили на перекур вышли. И вот именно в этот момент отдыха, даже мимолетного, именно вот в этот момент она подойдет и будет что-то рассказывать, что-то спрашивать и захочет перевалить на вас свою нервозную энергетику. Как ты выглядишь? Она любит деньги, она вроде бы как на словах всем руку помощи подаст, а на деле нет. Вечно у нее что-то не так, она занята, еще денег у нее не хватает, что-то типа этого. 9 жезлов, ну вот она, если ей плохо, она старается тому позвонить, чтобы ей легче стало. И вы на первом месте у нее. Вы на первом месте. Рыжеволосая, либо красится в какой-то цвет, не знаю, может светловолосая.
Есть седина немножко, ну это так. Ну, накраситься. Светлые волосы. Либо темное, но в светлый цвет красится, либо светлое, но в темный. Ну вот что-то светлое все равно есть. Или седина просто вот. Потому что, говорю, расклад общий, и мне сейчас мелькать начинает картинка. Так что тоже тут больше как рыжина идет. Что-то типа каштановый, может быть. Чуть-чуть оттенок красного дерева, может, когда-то красилась немножко. Что-то типа этого есть. Ну вот, думаю, вот чтобы не попасть в ее ловушку, как подсматривает, будьте аккуратны в ближайшее время. Вот. Это важно узнать сегодня было. Важно узнать. Ну, давайте дальше. Что у вас за сомнения на душе? Нервозность большая. Сомнения есть на душе, и сомнения по поводу своей внешности по королеве жезлов и своих будущих отношений. Ну, жезловая королева, королева огня, королева страсти. Вы вообще страстный человек. Это красиво, очень красиво, но почему-то вы закрываетесь. Вы не уверены в себе стали, что ли? Ну, по вот этим картам сочетания королевы с пятерочкой жезлов, видите, как борьба. После пятерки шестерка идет. Здесь как сомнение к победе. Шестерка — это победы, а здесь пока еще как сомнение и как преодоление. Вам реально надо подавить в себе, в сомнение в себе. Вы личность, вы супер. Вы даже лучше, чем когда-то. Ну, как-то так здесь, да. Вот именно так карты говорят. Вы человек энергичный по этой карте. В ваших руках, не знаю, начала появляться удача. В ваших руках. Вам не нужно в себе сомневаться. Как вы выглядите, как вы разговариваете, как, не знаю, там, вы двигаетесь, как вы работаете. Это просто нападки каких-то людей, которые осталось у вас в подсознании. Все выкидываем и открываем себя. Вы знаете, сколько у вас завистников? Потому что вы реально хорошо и выглядите, и вкладываетесь, и работаете, и мыслите. У вас есть завистники, есть добрые завистники, которые не делают плохого, есть даже плохие. Вот эта женщина, которая первая здесь замаячила, она видит в вас вот это, хотя может говорить: ой, да куда тебе, ой, да что ты, ой, посмотри на себя, сиди дома, не мучайся, да? А для того, чтобы вы сидели и никуда не открывали себе двери. Вот так люди говорят вам, а вы не такой человек, вы очень интересный человек. Вот так карты очень сильно захотели в этом раскладе рассказать вам. Да, у вас есть сомнения, но эти сомнения нужно убирать, потому что себя чувствовать как в лабиринте не стоит. Не стоит. Лабиринт бывает в жизни, но из него всегда есть выход. Всегда. Без этого никогда не бывает. Королева монет. В вашем окружении еще есть какой-то человек, но вот этот человек вам всегда поможет. Это ваша дочь, либо мама. Может, сестра, хорошая, добрая сестра. Это очень близкий по крови человек. И этот человек всегда вам поможет. И помогает дистанционно, даже так скажу, да, потому что молится за вас. Либо просто говорит: я люблю тебя. Ну, может, даже про себя. Вот ребенок, допустим, где-то там, да, в садике, либо уже замужем. Расклад, опять же, говорю, общий, но в душе, может быть, и мало на словах, но в душе, в голове любовь к вам. И это защита и этого человека, и вас. Есть общее, это сила, это, знаете, такое какой-то свет, свет в какой-то истине. Свет в истине. Так что карты сегодня очень хорошие говорят. Но есть предупреждение, из чего надо выйти, да, потому что хватит так о себе думать, если у вас есть такое. Опять королева такая, да, и девяточка монет. Девяточка монет — стабилизация, стабилизация вашей нервной системы.
А вот она и башенка вышла, да, башня. Ну, тишина после бури. Есть такое, тишина, гром среди ясного неба, да. А оно действительно так. И по этому раскладу еще раз хочу, как-то говорила уже в раскладах, но еще хочу сказать, что как это ясное небо после бури, да, ясное бывает, солнышко сразу, вот такое вот. И когда зима вот прощается с весной, когда пустила ведьма зла, или как там говорится, да, уже вечно из головы что вылетает. Вроде знаю, вечно вылетает что-то. Пустила, убегай, прекрасное дитя, да, весне и горе мало умылось в снегу, и лишь прекрасней стала наперекор врагу, да. Так это и для вас сейчас как раз идет. Как раз для вас это сейчас идет, реально, смотрите, королева монет. Монеты, девяточка — это восстановление себя, да, как будто бы из пепла восстаете вот в эту жизнь, в этот мир интересный. И вот тут идет как будто обновление. Вот гром среди ясного неба и событие, которое выбьет почву из-под ног, но не в плохую сторону, потому что башня — это восстановление нового, потому что старое уже не нужно, оно уже отжило себя, оно уходит. То, что рушится, все, оно рушится. То, что можно починить, чините, исправляете. Может быть, даже кто-то и не может быть. Сейчас посмотрим. Кстати, давайте сразу карту. Кто придет помогать вам? О, звезды на небе. Ждите людей. Ни одного человека. Нет, ни одного по звездочке. Звезды открывают путь. Это значит, что туман прекращается. И дорога открывается и ваша, и к вам, хороших людей. Так что еще и кто-то в помощь придет. Или новый дом строить будете в своей жизни. Это и реально может так быть, или просто вот ну, новое что-то, отношения, да, новые, работа опять на новом месте, может быть. Но здесь звездочка светит неплохо так, неплохо. Да, вы человек по-любому энергичный, но надо как-то переключаться на какую-то вот такую энергичную, да, но нормализацию, да, ну, потому что есть проблемы, есть волнение. Ну, вот он, это и прошлого, это двойка жезлов, это карта прошлого, где из прошлого еще что-то тянется там, как обычно, да, но и в то же время, когда дверь закрываешь, все, уже поворачиваешься, идешь в свое. И в то же время, да, есть что-то темненькое, но есть что-то и красивое, светлое, даже из прошлого. И это светлое вас ведет. Есть шаги в отношении вас. Вас кто-то скоро, очень скоро, восьмерочка жезлов, ждите еще одного разговора с человеком, которого вы знаете. Этот разговор приведет на исправление. Будет очень красивый разговор с важным для вас человеком. А вы знаете, кто это сейчас даже. Вы примерно, или даже четко, или примерно вы догадываетесь, с кем будет разговор, который поставит все точки над «и». Это будет скоро. Ждите. Очень важный разговор. И да, может быть, даже этот разговор будет вот началом того, что выбьет почву из-под ваших ног. Вы многое что поймете и сами же как будто вот с ноги откроете свою дверь. Ваши шаги в ближайшее время, они переполнены какими-то интересными возможностями. Ну, по пажу кубков вы заняты собой и были, и будете. Ну, почему бы и нет, да? Вот. Но единственное, что тут надо изменить, не будьте закрыты от всех, но и в то же время следите. Кое-кого надо выгнать из своей жизни. Но закрываться тоже не стоит. Для кого-то, да, личная жизнь, все табу. Никому не рассказывайте, что вы там решили. Но для кого-то, возможно, можно будет открыться сначала по верхам,
а потом и что-то важное сказать. И это тоже будет важно. Знаете, у вас реально здесь идет как будто закрытие темного и открытие светлого. Вы даже поймете, с кем можно говорить, а с кем не стоит. Да-да-да, так и будет. И это прекрасно. Ваши разговоры в ближайшее время, они дадут очень неплохой ответ на то, что вы хотите знать. И еще вижу дорогу. 5 рыцарь кубков. Ну ты замаячил. Дорогу вижу. Ждите договоренность, ждите компромисс. И раз эта карта еще раз выходит, да, это 3-й раз, что ли, или 4-й уже, высшие силы вам благоволят на исполнение вашего желания. А что ангелы хотят? Я еще вот тут ангелов посмотрю. Что здесь по этой колоде? 5 мечей. Вы выходите из иллюзии какой-то, вы выходите на очищение, вы выходите из непонимания, и вы действительно придете к тому, что нужно для вас. Смотрите, дорога, да, будет, вы решите в этой дороге свою проблему, и какой-то человек встретится на пути в самое ближайшее время, в течение, даже можно сказать, 10 дней. В течение вот 5-10 дней. Ждите что-то интересненькое. Ну, в принципе, на сегодня все вроде бы. Туз кубков, решение вопросов каких-то неплохих таких. И как в начале, да, за душу, за грудь, за сердце не надо браться так сильно. Стекло, целый туз кубков, этот воды такой, да, чистой, отмоется ваше стекло, ваше окно в жизнь. Как будто бы вам дышать легче станет уже в ближайшее время. Так, это кто-то подсматривает. Что еще здесь? А это будет уже ему обраточка. 9 и 10. А ну, 3-я карта. 10 мечей. А к вам идет 10 кубков. Прекрасно. Тот, кто подглядывает, смотрите, да, а вам делает плохо. Ну, как подглядывает? Порчу делает, либо подставить хочет, либо говорит что-то неправду, чтобы вы замыкались в себе и бежали от чего-то хорошего, потому что хорошее хочет он забрать. Вот какой-то плохой человек, женщина, может быть, еще мужчина, может быть, какой-то, да. Но считайте, что он обраточку будет получать. Просто вот как на него будет все это идти. А вы получаете свою 10 кубков. И будете счастливы. Скоро-скоро. Разговор будет. И как все вот как пазл собирается. Как пазл. Угу. Вот такое вот увидела на сегодня. Ну все вроде бы. Не быстро, сейчас ангелов посмотрю. Ну вот ждите. Действительно. 5, может даже и меньше. Может даже и сегодня уже. Какой-то разговор, какой-то спор будет, и где вы поставите все на свое место. Но, еще раз скажу, вот та женщина, что с самого начала я ее увидела, вот ее выгоните подальше. Даже если общаетесь, работаете с ней, живете где-то рядом, поменьше общайтесь, поменьше ей что-то говорите. Такое вот. Ну, перемены ждите, ждите. Кубковая королева в ваших руках и денежка. Да, рыбки такие, и любовь. Это карта красивая такая, на дне колоды. То, что ваше, оно ваше, это 4 монет. Кстати, денежки скоро получите, неплохие такие, но тоже может быть задержка, но все равно ваше к вам вернется. Ну, давайте здесь посмотрим. Так, что ангелы скажут напоследок. Лето. Ну, смотря кто когда смотрит это видео, если сейчас, то лето скоро будет. Да, началась весна, скоро будет и лето. Если в другое время смотрите, вот ждите лета, смотря когда вы смотрите. Все, о чем вы просите, станет вашим, когда придет лето. Но смотрите, начало уже положено. Тут вы не на пороге стоите, тут вы не перешагиваете что-то, тут вы уже делаете и идете к этому лету, да? Так что ждите перемен неплохих таких, раз даже ангел говорит про лето.
резко так, да, из всей колоды. Так, ну здесь еще подсказка: выразите индивидуальность. Кстати, да, не пренебрегайте собственной безопасностью в ближайшее время. Есть такое, как даже от ангела подсказка. И в психологическом смысле, и вечерком ходите с кем-то, либо ну, не ходите ночью, где никого нет и страшновато. Ну, как-то будьте внимательней, но и в то же время всегда говорите: слава Богу, я жива-здорова, да будет так. Но в ближайшее время, да, не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте аккуратны. Холодная вода, будьте аккуратны. Что еще тут вижу? Ночью аккуратней. Вот. И еда. Я почему-то вижу еще еду. Смотрите на срок годности. Ну, на сегодня так. Так, и по этой карте позвольте истинному «я» проявить себя во всем блеске, потому что вы достойны восхищения. Это ангел. Это ангел говорит. Ну и давайте третью карту, и все на сегодня пока что. Так, ну это займитесь физкультурой, в принципе, если кому надо. Если кому не надо, значит, вы и так бегаете, может быть, ходите, может быть, по лестнице туда-сюда в свою квартиру, допустим, да, либо от магазина и домой, ну надо же пройти. Но в принципе, да, по этой карте не засиживайтесь на одном месте, распрямляйте плечи, спину, видите, как, чтобы шея не болела, чтобы спина не болела, тоже как подсказка ангела. Физкультура может быть напряженная, а может и просто быть хотя бы там круговорот шеи, да, или как это правильно, не в природе, а в жизни, да. Ну, это значит... В общем, сказала, наверное, не надо было так говорить, но я подсознательно это понимаю, что круговорот шеи, да, это когда ты смотришь на людей, кто около тебя, но уже определяешь, кто есть, кто уже легко тебе, да. Это когда с этим так, потом поговорю, а с этим сейчас все выясним. Потом, когда веришь, что не все плохо, а когда знаешь, что все хорошо, ну это и есть... ляпнула я про круговорот, да. Ну и в то же время, да, физкультура, когда если шейка побаливает, распрямитесь и, может быть, действительно наклоны какие поделать надо. Когда тело становится сильнее, вы начинаете чувствовать себя уверенно во всех отношениях. Как-то вот распрямите плечи, и у вас, вот тут еще, видите, какой цветок расцветает, да. Ну как, любовь. Какие-то новые познания, какие-то новые впечатления. Это в ближайшее время, это ваше. Оно идет к вам, вы идете к этому. Ну, все, на сегодня точно все. Знаете, хочется даже вот напоследок тут сказать, да, у вас реально хрупкие плечи. Ну, потому что вы человек такой впечатлительный, вы человек, который всегда поможет, да. Есть такое, но так на душу натоптали, да, уже не буду другими словами говорить. Бывает, что этот груз проблем, это груз обиды, оно как будто вот давит, да, ваши хрупкие плечи сдавливает. Но как раз приходит вот по всем этим картам, да, приходит момент, когда ангелы даже просто через это послание, да, через эти карты хотят сказать: реализуйте то, о чем мечтаете, реализуйте то, что хотите именно сейчас, и это будет первый шаг к реализации реальных, настоящих событий в вашу жизнь. Не знаю, вот, например, вы давно не пили чай с малиной, допустим. Найдите себе малину, выпейте. Я не знаю даже что, я почему-то вот малину, ладно, малину. Да это, конечно, не для всех, естественно. Это малюсенький пример. Что вы давно хотели? Вот именно сегодня конфеты давно не ели, конфетку скушайте. Если можно, конечно же, расклад общий. Не знаю, сходите, давно не были у какого-то друга своего, подруги, да, позвоните, сходите. И тоже, опять же, будет разговор, который тоже многое что сдвинет с какой-то точки ненужной, да, как гром среди ясного неба, вы как будто себе сами притянете.
Ну вот как ангелы, как будто это даже хотят вас, ну не знаю, на что-то вас настроить и хотят вам сказать. Вот. Потому что силы высшие, да, благоволят на исполнение. А исполнение начинается с малюсенького какого-то преображения. Вот. Все, вроде бы все. На сегодня так. А в следующем раскладе посмотрим, что еще карты скажут. Угу. Услышимся, увидимся. Всего вам самого-самого доброго, позитивного, доброжелательного и здоровья крепкого. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик. Солнышко ваше с вами обязательно будет всегда, дай Бог, да будет так. Вот. Ну и все. Все. Увидимся, услышимся еще раз. А то сейчас опять продолжу. А это уже будет в следующем раскладе.